Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать сумочку из рафии. Для работы нам понадобится рафия. У меня это рафия Wool-C, где в 40 граммах 90 метров. Это китайская рафия. Цвет фисташковый. Все это я напишу в описании под видео. Еще для работы нам понадобится маркер, крючок номер 4 и магнитная кнопочка. Если у вас есть пришивная, еще лучше. У меня нет пришивной. Я покажу, как присоединять в таком случае. Итак, приступаем к работе. Рафия я перед работой ничего не делала. Я ее не разматывала, не отпаривала утюгом. Мы просто будем вязать уплотненное донышко, которое мы потом разгладим утюжком, и рафия наша раскроется. То есть я просто беру обычную рафию, не расправляю ее, я просто начинаю вязать овальное донышко. Так, делаем первую петельку. Это у нас узелочек, мы его не считаем. И набираем 24 воздушные петли плюс петля подъема. Воздушные петли, петельку подъема делаем, разворачиваем наше вязание, будем вязать задушки. Первую дужку пропускаем, вяжем за вторую столбики без накида. Таким образом вяжем задушки по всему периметру, не доходя до последней петельки. Продолжаем вязать самостоятельно. Так, смотрите, провязали 23 столбика без накида, остается у нас одна петелька на развороте. Сюда вяжем 3 столбика без накида. Петельки не делайте тугими, потому что потом будем отпаривать наше донышко, рафия раскроется, заполнит все вот эти вот наши промежутки. Так, делаем 1, 2, 3, хвостик берем, подбираем, будем его ввязывать, и вот за вот эти вот косички по периметру продолжаем вязать дальше, ввязывая хвостик. Вяжем далее столбики без накида. Идем самостоятельно до следующего нашего закругления. Так, по противоположной стороне провязали 22 столбика без накида, одновременно ввязывая хвостик. Пришли к нашему скруглению. Смотрите, здесь у нас была петелька подъема и 1 столбик без накида, то есть нам осталось провязать еще 2 столбика без накида вот сюда, и это будет как и с противоположной стороны 3 столбика без накида, так и с этой стороны. Так, рядочки закрывать мы не будем, мы просто будем вязать вот так вот по кругу. То есть сейчас, провязывая следующий ряд, можно будет уже поставить маркер. И смотрите, мы особым образом будем вязать это донышко, одновременно укрепляя его. Так, это у нас был первый ряд. Второй ряд вяжется особым образом, потом третьи и последующие ряды будут вязаться немножко по-другому. То есть смотрите, как мы вяжем второй ряд, чтобы вот эта вот основа, самая серединка нашего донышка была плотной. Так, сейчас по правилу идеального овала, идеального круга мы будем удваивать эти петельки. То есть вместо 3 у нас должно получиться 6. Вот эти первые 2 мы провяжем сейчас, остальные уже когда будем закрывать этот наш второй ряд. Смотрите, как вяжем. Так, ныряем вот сюда, как мы вяжем узор галочки в раскол. Вытягиваем петельку на уровне вот этой вот петли и ныряем в основу. Вытянули.
3 петли на крючке, все вместе провязали. И так как здесь мы удваиваем, мы снова туда ныряем, вытянули и опять сюда в основу, вытянули. Вот мы с вами провязали 2 таких столбика, то есть удвоили нашу одну петельку. Вот здесь вот в начале поставим маркер. И таким образом здесь по периметру тоже провязываем каждую петельку. Вот сюда и потом в основании. Вытянули, все вместе петельки провязали. И так каждую петельку. Таким образом мы укрепим нашу серединку овала, чтобы донышко у нас было плотным и не провисало. Самостоятельно вяжем до поворота. Еще раз покажу, как мы здесь будем удваивать петельки. Так, дошли до нашего поворота. Здесь у нас было 3 столбика без накида. Каждую из петелек будем удваивать. То есть вместо 3 у нас должно получиться 6. Так, не забываем, как мы провязываем именно вот этот второй ряд, одновременно уплотняя серединку нашего овала. То есть вот так вот каждую петельку мы провязываем по 2 раза. Так, а дальше по той стороне идем точно так же, как мы вязали. Все, здесь провязали 4, еще в одну провяжем 2 таких столбика, идем по периметру и покажу, как закрыть этот ряд. И последующие ряды, я уже говорила, будем вязать немножко по-другому. Ничего страшного, что рафия наша закручивается. Это особенность этого материала. Мы потом через марлю все паром отпарим. Она примет нужную форму, и донышко у нас будет овальным и уплотненным сразу. Так, дошли до вот этого нашего скругления. Не забываем, что здесь мы начинали, мы удваивали один наш столбик, вместо него провязывали 2, и осталось еще 2 столбика удвоить. То есть, чтобы вместо 3 на скруглении у нас было 6. Так, и еще раз. Еще вот этот вот столбик. Все, таким образом у нас провязано 2 ряда. Так как я и говорила, ряды мы не закрываем. Смотрите, основа овала получилась очень плотной. То есть, ну, учитывая, что это рафия, что это не особо плотный материал. Таким же образом можно укреплять, ну, сумочки из шнура. Так, продолжаем. Теперь мы будем вязать 3-й ряд. По правилу идеального круга или овала, теперь вместо 2 вот этих петелек должно у нас быть 3. То есть между удвоениями будет 1 петелька. Так, смотрите. И уже вот эти ряды, 3 и последующие, всего в нашем донышке будет 7 рядов. Не забываем, что здесь уже есть 2 ряда. Так. То есть вот здесь мы провязываем 1 столбик. Смотрите, как мы будем здесь провязывать наши столбики. Берем, вот как мы вяжем обычные столбики без накида. То есть за вот эту косичку. Вытянули петлю на уровне вот этой петельки. И ныряем вот сюда посерединке. Как вяжем галочки в раскол. Так, вот, вынырнули, перемычка. 2 палочки, вытянули петельку, все вместе провязали, ставим маркер. То есть здесь из 2
петель предыдущего ряда делаем 3. Здесь мы не удваивали, то есть удвоение сделаем вот здесь. За косичку, внутрь, 3 вместе провязали. И так как здесь у нас двойная петля, опять ныряем туда за косичку, вот сюда вот внутрь, провязали все вместе. Все. Так, вяжем по периметру, то есть смотрите, за косичку, как будто вяжем галочки в раскол, вытянули, провязали. Все, третий и последующие ряды, а всего у нас будет их 7, вяжем вот таким вот образом. Доходим до вот этого скругления. Еще раз расскажу, как мы здесь удваиваем ряды. Так, смотрите, дошли до скругления. И здесь то же самое мы будем, то есть на каждом скруглении, с каждым рядом, каждое скругление у нас должно увеличиваться на 3 столбика по правилу идеального овала. Так, смотрите, то есть сейчас у нас их 6, в предыдущем ряду было 3, сейчас мы провяжем, их будет 9, то есть так же, как и там. Из 2 рядов один ряд мы провяжем без прибавок, одну петельку предыдущую, вторую петельку с прибавками. И я вяжу таким образом, то есть если у меня, я вот этот ряд начинала, то есть у меня сначала был обычная петелька, а потом прибавка. Здесь как бы зеркально должно быть, то есть сначала сделаем прибавку, а потом у нас будет обычная петелька. Так, делаем сюда 2 столбика, удвоение здесь делаем 1, 2, вот эту петельку без прибавки. И последующие 4 петельки точно так же. Здесь делаем прибавку, вот эту без прибавки, прибавки без прибавки. То же самое мы дойдем по этой стороне. Здесь останется у нас 4 петли, которые нам тоже надо как бы сделать здесь прибавки. Так, они должны так же, как и эта часть, зеркально отображаться. То есть здесь у нас будет прибавка, вот эта петелька без прибавки, соответственно вот это без прибавки, здесь удвоение, одиночное удвоение, так как и вот здесь мы делали, сначала была одиночная петелька, потом удвоение, соответственно на скруглениях у нас уже будет по 9 вот этих вот столбиков. Вяжем самостоятельно. Итак, смотрите, провязала 3-й ряд, 4-й и последующие ряды, а всего у нас будет 7 рядов, мы вяжем точно таким же образом. Только не забываем, что наше скругление мы каждый раз увеличиваем на 3 петельки. То есть сейчас между удвоением и последующим удвоением у нас была 1 петля. В следующем ряду у нас между удвоениями будут 2 петельки, и последующий ряд 3, потом 4. И удвоение старайтесь сделать так, чтобы оно приходилось на одиночную петельку предыдущего ряда, то есть чтобы удвоение не ложилось на удвоение. И таким образом на скруглении, так как у нас будет 7 рядов, у вас должно получиться 21 столбик, 21 петля, вот такая вот петля. Так, как, ну то есть не забываем, что начиная следующий ряд мы не закрываем каждый ряд, а просто вот так вот идем по кругу. Еще раз покажу, как снова начать, а потом дальше уже будете сами вязать. Так как здесь у нас была 1 петелька, 1 столбик, а здесь удвоение, то сейчас мы сюда провяжем удвоение, и здесь 1, 2, 2 одиночных столбика. Еще раз покажу, как вяжется этот узор. За косичку, потом ныряем вот сюда, как вяжем узор галочки в раскол, 3 петельки вытянули, провязали, опять туда как бы за косичку, вынырнули, узор галочки в раскол, протянули, вот у нас 2 петельки,
ставим маркер в начале каждого ряда. Здесь мы уже сделали удвоение, а вот эти две петельки удвоения предыдущего ряда мы провяжем по одной. Так, вот она у нас спряталась. Вот так. За косичку и сюда. Все, самостоятельно вяжем последующие ряды. Итак, мое донышко готово. Я его уже отпарила. Смотрите, получилось ровным. Ну, для рафии вполне достаточно плотным донышком. В длину оно получается 27 сантиметров, в ширину 10 сантиметров. Как я уже говорила, здесь у меня 7 рядов. Вот этот мы не забываем, что это 2 рядочка, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Всего у меня здесь получилось 86 столбиков.